Знакомьтесь, это Якудза. Так он был прозван своим отцом главарем японской банды. Батя не стало, когда главному герою было 4 года, а маме было ничего не известно. Якудза вырос в детском доме, после чего государство выделило участок земли, 1000 симолеонов и отправило бедолагу в свободное плавание. Лето только началось, так же как начиналась свободная жизнь Якудзы Саки. Вылез с автобуса на остановке парк и решил прогуляться, где, поиграв сам с собой в шахматы, познакомился с милой девушкой Каори Нисидаки. Отправился на свой участок, где на 800 симолеонов приобрел предметы роскоши, поставив в холодильнике кровать под крышу, чтобы был хоть какой-то комфорт. На улице темнело, Якудза сходил в кусты по-маленькому и лег спать. Во сне ему снилась Каори, и, как мне кажется, она ему очень понравилась. Утром поехал в школу, где первым делом начал знакомиться с директором. После плотненько покушав, почапал грызть гранит науки. Сыграл несколько каток в PlayerUnknown's Battlegrounds, отправился домой, где начал рыбачить и собирать мусор. Ну и, конечно же, его продавать. Еще один день был закончен, и Якудза, поужинав у холодильника, упал в кровать. Приснился сон про какого-то вампира, что ронял слюну на его шею. Проснувшись, принялся сажать колокольчики. Это был план по начальному заработку. Так как имелись первые симолеоны, было решено выстроить небольшую будку, докупив все необходимое для жизнедеятельности. Полил первые посадки и отправился копаться на территории, чтобы найти ценные вещи и саженцы. Так как плиты не было, приходилось питаться вредной пищей. Не успел Якудза покакунить, как пришла СМС от Каори. Приятного аппетита, друзья. Сегодня никого не будет дома, нужно оторваться. Пока не было понятно, с какими намерениями она это говорит. Якудза принимает приглашение, но теперь ему нужно найти способ туда попасть. Искать способ он не стал, а вот телефон для вызова такси нашел сразу же. На радостях прыгнул в тачку и умчался. По возвращению прикопал хризантемы, полил слейки и, будучи сильно уставшим, лег спать. На следующий день отправился подрыгаться в тренажерку. Заметил запах пота и решил сполоснуться. Вдруг откуда ни возьмись появилась Каори. Не закончив дела на белом коне, упустил шанс пообщаться. Как оказалось, она тоже посещала этот зал. Немного задержался на учебе, чтобы повысить средний балл. Паренек был рад новой оценке и прыгал в луже от счастья. У Якудзы появилась новая черта – любовь к садоводству. Продав все растительности, установил в доме душевую кабинку. Гладенько выбритый Доминик предложил войти в клуб. Попахивало голубятней, и Якудза отказался. Опробовав новый душ, наш герой отправляется в бар, где, прилично наклюкавшись, начинает показывать мастер-класс на пианино. Добравшись домой с попойки, ложится спать. На следующий день, вернувшись с учебы, встречает Каори у двери. «Это шанс», – подумал он. И начинается длительный процесс игры в слова. Каори не отвечала взаимностью юноши, держа в стороне как друга. Недолго думая, дал адское имя пыльце 3 шестерки и зачем-то лег спать. Каори от скуки тэпнулась в спортивную одежду и отправилась на пробежку. Выбил из пыльцы черные бобы и сразу рассадил их возле дома. Обзавелся плитой и убрал кучу грязи. Дорисовав картину, продал за 116 симолеонов и принялся рисовать новую. Следующий день начался с продажи растений. Пришел счет за дом, денег, мягко говоря, не хватало. Друзья, в закрепленном комментарии ссылка на телеграм-группу этого канала. Там информация о выходе новых видео и стримов, а также фото и видео из жизни. По желанию подпишитесь и, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Спасибо. Якудза решил черпать вдохновение для рисования с фестиваля снега. Покайфовал в джакузи, и вдруг приходит приглашение на выпускной. Дело хорошее. Сел на такси и поехал в школу. У входа услышал попсу и понял, что это каловая музыка. Проголосовал за королеву выпускного. Пошел слушать речь, где познакомился с Дивулей и предложил ей совместное фото. Выпускной окончен, и Якудза отправляется спать. Утром проснувшись, кушает и оплачивает счета, после чего приобретает новый стул и ноутбук. Играя в игры, он думал о Каори. После продал растения, сходил в душ и уставший лег спать. Проснувшись из-за грозы, продолжил начатую картину. Дружелюбная адская пыльца нашла сгнивший фрукт и пожелала приятного аппетита. Спасибо. После Якудза вспомнил кошмарный сон, где он, будучи муравьем, запасался зелеными шариками еды, но его засосала газонокосилка. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? После поговорил с пыльцой, и вот оно утро. Засадил луковицу и поехал в школу. После учебы без задних ног рухнул на кровать. Отоспавшись, заказал пиццу по-канадски. Полакомился кусочком и продолжил рисовать картину. Продал ее уже за 211 симолеонов. На тот момент Якудза понял, что на этом можно неплохо зарабатывать. Заказал лекарство от простуды и поехал в школу. Честно сказать, я не понял, откуда этот росток, но в будущем он будет переносить 8000 симолеонов. После, продав все с грядок и покопав лопатой, нашел какую-то фигурку, и наконец-таки Якудза приобрел пылесос, чтобы избавиться от грязи в доме.
Голодный и холодный отправился в школу, зато хорошо поспал. Пыли становилось все больше, и Якудза не успевал с ней справляться. Наверное, именно это повлияет на нервы из-за грязи. Каори предложила сыграть в пабг в реальной жизни, но, как оказалось, посмотреть на это мы не сможем. Поставил террариум с пауками на стол, после Якудза дал понять, что он дико творческий человек, и лег спать. Утро началось с продажи растючек и копания во дворе. Пришла СМС с предложением стать счастливым. Якудза, конечно же, отказался от тюремного Сбербанка. После продал гномиков, порисовал, поел и лег спать. В школе учитель естественных наук показывал фильм. Якудза внимательно смотрел. Вернувшись со школы, бахнул селфи, заменил части интерьера и пал в койку. Проснувшись, дорисовал картину. Неплохо получилось. Помыл подмыхи и пригласил Каори в бордель. Якудзе было очень больно от того, что Каори отторгала его чувства. Прыщавый и вонючий мальчик начинал уходить в себя. Сыграв грустяшку на пианино, отправился домой, после чего начался выпускной. Якудза хотел потанцевать с Каори, но на выпускном ее не оказалось. Выпил фруктовый пунш и немного посидев, выпускной окончился. Позвонил возлюбленной по видеосвязи и лег байки. Отправил петицию об отмене, с каким-то темным в гостях рисовал картину. Приготовил вкусняху и полюбил кулинарию. Пропылесосил и отправился в шкилу. Вернувшись, позвонил Каори и, скопив немного деньжат, подумал о постройке нового дома с нуля, более просторного жилища, перенеся из старого некоторые вещи. Так же, как любитель творчества, приобрел электрогитару. На радостях начал жестко лобать пока что неразборчивый Роцк. После, поехав на фестиваль шутки и забавы, взял смузи, пообщался с местной звездой и, будучи уставшим, поехал спать. На утро в гости пожаловала она, Каори, а у Якудзы как раз оладьи испеклись. Бейбочка заценила новое приобретение и тоже решила сыграть. После Каори согласилась обняться, но это было лишь по-дружески. Пригласила Якудзу вместе сходить на выпускной. «Да что она чувствует ко мне?» – подумал парень, но так как он был в нее влюблен, согласился. Якудза решил рискнуть и предложить остаться на ночь. Каори согласилась, но дала понять, что окунуть карасика не получится. На утро, мило покушав вместе, Якудза начал жестко подкатывать, нарушая френд-зону. Еще немного погостив, Каори покинула дом. Какая-то эмо-девица с дикого похмела чуть не откинулась у Якудзы под хатой. Только стал заканчивать картину, и вдруг возвращается Каори. «Не так просто она бегает ко мне», — подумал мальчуган. И начал травить байку про ту нефоршу у дома. После Якудза лег спать, а Каори, поигравший на гитаре, ушла домой. Проснувшись утром, отправился лепить снеговика и даже дал ему имя — Шакал. Чтобы быть в форме, отстроил тренажерный зал. Закончил с мелкой косметикой по дому и сделал мангальную зону под крышей. Поехал на выпускной, сфоткался с девулей в кабинке, пообщался и отправился домой. Посмотрел новый телевизор, лег спать. Как оказалось, наш Якудза был некрасив и даже не имел любовных навыков. И повзрослев, дают выбрать новую черту характера. Вот теперь-то, Каори, ты никуда не денешься. Также оповещают о окончании школы, продает все растючки и идет искать ценности в грязи. После, пригласив Каори в гости, начинает жестко флиртовать. Эта чекуля приглашает нас якобы на концерт на заброшке, не помыв своего тушканчика, Якудза соскакивает и уезжает. Вернувшись домой, он готовил курицу по-перуански, а она присела рядом и травила байки. Немного пообнимавшись, Каори предлагает съехаться, и Якудза с радостью соглашается. Каори переезжает и перевозит с собой 25 касиков. После происходит их первый чики-брикинс. Вдохновленный Якудза рисует Каори по фотографии и называет картину «Любовь до гроба» и вешает над кроватью. Подремав наш мачо чинит унитаз, Каори хвалит любимчика, заключив в объятия. А уже после из общего семейного бюджета они покупают компьютер для программирования, на котором и будет зарабатывать Каори. Вымотанная пара отправляется дрыхнуть. Каори нравится любовь, а Якудза рисует какие-то шедевральные картины. Отказавшись от халявы, пара приглашает подругу домой. Снова красивая картина получилась, и вместо того, чтобы продать, вешает ее на стену. Наступает день любви, и Якудза ставит кустового слона на задний двор, чтобы удивить Каори. Наш главный герой любил не вовремя пошутить, и Каори полюбила шутки про какашки во время еды. Тут же делают чики-пики в кровати, и Якудза заменяет беговую дорожку, так как выяснилось, что та была для больницы. Пара позанималась спортом, а после Якудза отправился чинить туалет. Продал еще один шедевр и лег спать. Каори включила режим кухарки и отправилась готовить, после чего тоже рухнула в кровать. На следующий день Каори села учиться программированию, а Якудза занимался садом. После их друга семьи хотела захомутать какая-то баба, но они не дали ей добро. Якудзе не хватало родителей, и это видно по нарисованной картине и разбитому сердцу. Паренек начал прогуливать работу, поняв, что картины приносят больше золота.
помог Каори с готовкой и продал пикчу за 477 миллионов и принялся рисовать новую. «Держите меня крепче!» — кричала Каори. Якудзи, недолго думая, потащил ее в душевую. Начался фестиваль романтики, куда они поехали вдвоем. Якудза погадил в туалете и отправился в караоке. «Талантливые люди, талантливы во всем», — подумал он. И начал петь, представляя перед собой миллионную публику. После чего дома долго отсыпались. На следующий день Якудза занимался спортом, а Каори готовила у плиты. Пока Яки работал, Каори плотно изучала программирование. Вернувшись, паренек присел покушать. Починил толчок и начал сильно любить чистоту. Какая-то женщина поджималась и, раскрыв зонтик, рванула по дороге. Любовные пирожки сопели в подушку. На утро Каори отправилась продавать растения, и вместе позавтракав Якудза становится машиной флирта. Якудза снова нарисовал неплохую картину и пошел готовить на гриле. После чего странная особа постояла в позе лотоса и уехала на велике, пока наша парочка давала храпака. Якудза и Каори были пробуждены звуком молнии и дождя, барабанящего по крыше. Яку начал рисовать, а после они решили вместе заняться спортом. После чего Каори идет готовить, и она беременна. Якудза рисует очередной шедевр, но продает его всего за 3 сотки. Чинит раковину и хочет отмазаться от ремонта. Так и прошло несколько дней, пока не начались схватки у Каори. Они отправились в роддом, где папаша уселся смотреть телевизор и еле как успел народу. Родился мальчик, и было решено назвать его Микрочелик Спиногрызов. Но я забуду, что это мальчик, в общем, вы сами все увидите. Вернувшись, Каори продала все с огородом. Якудза начал грандиозную перестройку для детской комнаты. Вот только зря он делал это с краю, потому что там будет холодно. А также воткнул надувной бассейн для ребенка на заднем дворе, качели и бассейн для папани и мамани. В общем и целом, вроде бы получилось неплохо. Напишите комментарий, нравится ли вам. Проходит немного времени, и Микрочелик становится старше, а также приобретает новую черту характера — спокойный. После почему-то вылетает из люльки, как черный мак, и приземляется на коврик. Спиногрызу нужна была новая койка. Каори, подкинув его по приколу, переселила на новую шконку. После Якудза прикупил стиральную машину и сушилку. На руках стирать больше времени не будет, но и также установил самую дорогую ванну, чтобы попец ребенка купался в пенке. Холодильник и плита были также заменены на самые дорогие модели. Мама пошла испытать новую ванну, после учила малыша переворачиваться на пупок и тут же покормила, чтоб не плакал. На дворе был конец лета, вся семья была в отключке. Режим сна был сбит абсолютно у всех. Воспитывать Микрочелика, как оказалось, не так просто. Скорее бы он вырос и давал больше времени родителям на зарабатывание симиллионов. Привет, Юля. Якудза снова нарисовал шедевральную картину и продал ее за 200. Покачал спиногрыза, уложил в койку и пошел в кровать Каори. Утром мама водилась с малышом, а Якудза кушал и любовался семьей. Ему не хотелось той же судьбы, что у отца. Он хотел, чтобы ребенок рос с родителями и получал их любовь в полной мере. Не будем о грустном, дамы и господа, а лучше посмотрим, как Якудза мастерски готовит на гриле, в то время как какая-то баба в гостях ворует игрушку спиногрыза. Не успевают заметить родители, и так их тэпает в аудиторию. Там они выслушивают речь и едут домой спать. Выспавшись, договариваются отдохнуть и попросить подругу посидеть с ребенком. Это были горы Камэрэби, Япония, страна восходящего солнца. Якудза, переодевшись в купальное, идут в душевую, а после в джакузи практикуют проникновение. Якудза боится, что начнется дождь с цветами, и они идут греться у атмосфернейшего, мать его, камина. Якудза, проголодавшись, берет себе сочный бургер. Каори же предпочла хот-дог с горчицей. Затем молодожены обнимаются возле аппарата с едой и собираются ехать домой. Пока предки спали после бурного отдыха, малой развлекал себя сам. Начался какой-то фестиваль под названием Умникон. Батя, дорисовав очередную картину, едут туда, где Каори начинает играть в 5D Тетрис, а Якудза снова хватает микрофон и поет старую добрую песню. После заботливая мать отправляется развлекаться в космос. Какой-то инопланетянин погрузил в ее ракету коробки и сказал, что за ним гонится полиция. Их догоняют, но Каори решается спрятать груз. Это был неправильный выбор, но капитану понравился спрятанный мусор. Каори вырывается и ищет этого проклятого инопланетянина. После он вручает ей маленький подарок, и она возвращается. Влюбленные едут домой и, уложив ребенка, падают в кровать. Малой взрослеет и просит помочь с выбором черты. Так как Якудза основной герой истории, выбираем малому самостоятельную черту. После плотненько покушав, батя надевает Микрочелику очки, он с невозмутимым видом подходит к замку и ломает его. Мама идет чинить игрушку. Челик любит звуки, поэтому ставится магнитофон в его комнату. Выбираем черту в магазине наград для Якудзы, независимый, а то я заметил, что он часто хочет поболтать. Каори готовит торт на день рождения малыша, и микровредитель задувает свечи. Выбираем ему творческую черту и делаем
мальчугана более веселым. Как вы видите, это был мальчик, живущий в розовой комнате, все потому, что я думал, что это девочка. Каори приглашают в клуб раскола, и она отказывается. Приглашают толпу на ДР Челдоса, после якудза всех выпроваживает и ложится спать. Встав утром, рисует очередную картину и тут же ее продает. Батя с челиком понимают, что им нравится шутить между собой. Семья отправляется в спортивный зал сбрасывать жирок. Якудза бегает, а малой раскачивает зуб у зеркала и выдергивает его. Батя идет принимать душ, а мать, как я понял, уехала спать домой. Приехав, якудза рисует картину и вырубается. После подруга семьи приглашает нас на очумительную тусовку в замке. Якудза хватает Каори, сопливого, и они едут тусовать. Найдя эпицентр людей на заднем дворе, принимаются кутить вместе с ними. Каори же почему-то стояла, стесняясь в стороне, а потом легла подремать. Отдохнув, подошла к компании подруги, и они бурно обсуждали праздник, ламу и любовь. После чего всех разогнали по домам. На следующий день якудза едет в гости к другу семьи, где они атмосферно беседуют, смотря телевизор. Вернувшись поздно вечером, якудза продает все с грядок и, дорисовав картину, ложится спать. Микрочелик начинает любить движение, то бишь фитнес. Каори создает свое первое приложение, и оно будет называться «Донатная помойка». Батя продает очередную красивую картину и получает максимальный навык рисования. Было решено копить много симолеонов для открытия бизнеса. Но так как зарабатывает только якудза, он начинает усердно рисовать. Приложение Каори, как выяснится позже, будет приносить слишком мало. Малой заказывает продукты в дом и, общаясь с батей, тот продает картину за 7 соток. Каори едет открывать свой бизнес, выбирая локацию типа Лас-Вегаса. Там много любителей казика, а значит бабки водятся. Начинается стройка магазина и день открытия, точнее вечер. Каори дерется с местной звездой, чтобы хайпануть. После едет домой, идет в душ и ложится спать. Якудзе не спится, и он заказывает умный пылесос. Тот начинает кататься и пылесосить каждый уголок квартиры. На утро малой, проснувшись, приводит себя в порядок и идет стирать белье. Якудза рисует что-то в японском стиле, а Каори едет открывать свой магазин, где на ее глазах стареет и без того старая звезда. Все мы не вечны, время течет как вода, а это видео не продвинется без твоего лайка и длинного комментария. Напиши, не поленись, пожалуйста. Каори добавляет еще кучу разных товаров, хаотично вешая их на стены. Неплохо поторговав, закрывает магазин и очень уставшая ложится спать. Принято решение купить домашний кинотеатр, и после небольшой перестройки он встает как влитой. Молодая мама оценивает покупку, и якудза решается открыть ветеринарную клинику. Начинается долгая застройка. Этот бизнес должен приносить пассивный доход, поэтому должно быть все идеально. Готово. Якудза нанимает своего первого работника и остается на смену, где, рассматривая животных, выявляет их болезни и вылечивает. После отправляется домой и падает в кровать. Каори получает достижение код программиста. Якудзе не нравятся танцы. Одеваем микрочелика потеплее, а то мерзнет. Звонит подруга и хочет прийти в гости. Мы впускаем ее, и все остаемся дома, занимаясь домашними хлопотами. Переставили кровать мальчугана, а то ему там слишком холодно, да и рядом с родителями спать комфортнее. Так как малой был разбойником, то он делает плохой выбор. Магазин работал только тогда, когда в нем находилась Каори, поэтому она увольняет сотрудницу и продает бизнес. Едет покупать помещение для сдачи жилья, им становится этот дом формы вагончика, где есть все необходимое для жизни. Единственное, что добавила, это еще одну кровать и унитаз. На улице идет зима полным ходом. Каори выставляет всевозможные штрафы и заселяет двух молодых на съемную хату. Батя продает картину и начинает рисовать новую, после чего приглашает в гости подружайка. Приехав туда, он сразу же уезжает домой. Это типа шутка такая. После чего, не переодевшись, продолжает рисовать, а Каори создает новую игру. Якудзе надоела настырная подруга, он отправляет ее свататься с Селеной Лопес. В ветеринарке дела шли не очень. После прилетел Санта-Клаус, которого семья заперла в туалете и начала требовать подарки. Санта выдал коробки и, выломав двери, в страхе убежал. «Пошли к черту, мать вашу!» — выкрикнул Санта, убегая на улицу. Довольная семья отправилась спать. Якудза продает очередной шедевр за 4500 симолеонов. Каори принимает черту компьютерщика. Батя едет на съемную хату проверить, все ли в порядке, после чего бежит строить замок из песка, но сильно захотев в туалет, уезжает домой. Принимает приглашение от надоедливой подруги и сразу же убегает домой по приколу. Каори создает новую условно-бесплатную игру «Пиратики». Микрочелику нравится обсуждать происходящие вещи вокруг. Мама, поугарав над сыном, принимает черту шутника. Жилье для сдачи приносит мало дохода и решается его продать. Ветеринарке нужно больше престижа, и якудза начинает пахать, ходя на смены, а также нанимает второго ветеринара и, отработав смену, едет домой спать. Каори нравится садоводство, и якудза продолжает лечить животных в клинике. Все время бесится из-за грязи, так как он чистюля. Зима идет, семья спит. Какой-то мужик оттирает краску возле дома, якудза бежит к нему и говорит, что плохо убирается, нужно тщательнее. Наш главный герой снова отправляется на работу в больницу, где он страдает из-за грязи и обслуживает много животных. Получает новый рейтинг звезды и очень уставший едет домой спать.
Якудза взрослеет, я так понял, ему исполнилось 30 лет. Ну, кризис среднего возраста, сами понимаете. Забыл закрыть ветеринарку на ночь, приехавший получил выговор от работниц. Закрыл клинику и решил не работать в этот день. Этот день он посвятил себе, бегая до самого вечера. После чего, нарисовав 2 картины, лег спать. Каори не могла нормально спать, ее не покидало чувство долга. Она тоже хотела переносить деньги в семью и с этой мыслью садилась за компьютер. Наступала весна, мелкий паренек становился все хуже характером, но мама считала себя хорошим воспитателем. Якудза поехал в ветеринарку и стал помогать работникам. В этот день он занимался уборкой, мыл полы и выбрасывал мусор. Из интересного можно отметить клиента со светящимися лапами, а также заметил, что одна из работниц беременна. Приехав домой, Якудза замечает, что быстро начинает уставать. И с этой мыслью приходит новая стадия взросления и 8-й уровень кулинарии. Сынуля начинает слушать Prodigy, и ему это нравится. Батя рисует новую картину, продает за 1200 и ложится спать. Микрочелик моет гальянчика и падает в свою розовую постель. Ну и Каори, помывший свою кулебяку, прикладывается рядом с батей. На утро Якудза делает обход, продав все с огорода, после чего Каори предлагает чики-брикнуться. Остается спать, а батя идет бегать. Каори тоже начинает нравиться электронная музыка. Якудза едет в клинику и весь день чистит полы до блеска. Приезжает поздней ночью и ложится спать. Каори создает новое приложение и называет его «Мокрые роботы». Микрочелик взрослеет, и так как в семье было плохое питание, принимает черту шеф-повара. Посмотрите на этого парнишку, как уверенно он обращается с кухонной утварью. Батя едет на работу, где его встречает куча грязи и забитый робот-пылесос. Проводит день с животными и отправляется домой. Шляпику никто не дает любви, и он впадает в депрессию. Мама радуется новому взятому аккорду на гитаре и идет качать бицуху. На утро Якудза едет в больницу, где обнаруживает, что беременная работница уехала в роддом скидывать личинку. После переодевшись, работает всю смену на износ и едет домой на такси. Репутация ветеринарки такая себе. Почему? Напишите в комментарии под видео. Якудза кушает, рисует картину, продает за 1100 и ложится спать. Начиналось лето, отличное время для переезда, но молодая семья боялась, что этих симулеонов не хватит, и продолжала впахивать. Якудза дал работнице задание добавить функционал для хирургии. Поработав с животными, попробовал побыть хирургом. Сделал котику обрезание, а ему нужно было просто почесать животик. Приехав домой, утоляет все нужды и ложится дрыхнуть. Приходит пора жестко прокачивать навыки клиники. Тщательно позавтракав, Якудза снова отправляется в ветеринарку, украшивает снаружи и немного расширяет ее, а также добавляет туалет для посетителей и персонала. Обслуживает собак со светящимися носами и лапами, закрывает магазин и едет домой. Недовольный тем, что Каори не убирается дома, идет чистить пылесос, кушает и ложится спать. Каори и спиногрыз общаются всю ночь до наступления рассвета, после чего Калория замечает, что ей нравятся истории. Микрочелик едет в школу, где украшает шкафчик, играет в компьютер, кушает и едет домой, сделав вид, что учился. Каори поступает звонок, ей сообщают о том, что спиногрыз списывает с телефона, наказывает, чтобы переписал без мобилы, либо будет жить на улице. Шкет становится настырным и бесит всех вокруг. Посмотрите, что нарисовал Якудза. А еще вот такая картина. Ай-яй-яй, кефтеме. В целом, батя начинает много рисовать, а Каори упорно делать игры и приложения. Хочется осуществить мечту. Переезд в красивые апартаменты. Каори взрослеет. По всему видимому, она чуть младше Якудзы. Лето заканчивается, батя прививает отросток денежного дерева к бабам. Делают в кровати чики-пики, и нас оповещают о том, что Каори устала делать игры. Выгорела. Якудза рисует новую картину и продает за косарь. После рисует того котика, которому обрезал бубенцы. Едут в парк, где Якудза набирает калории, а Каори, как обычно, хочет спать и вырубается на тротуаре. Малой готовит блюда для всей семьи. На дворе ночь. Батя-садовод идет убирать погибшее денежно-бобовое растение. Долго рисует картину и ложится баиньки. Проснувшись, выводит заработанные симулеоны с бизнеса. Каори становится ближе с сыном. Пам-парарам-пам-пам. Барабанная дробь. И после долгого поиска наша семья переезжает в новый дом, выселив прежнюю жительницу. Хата, ребята, мое почтение. Классический стиль плюс бассейн. 2 этажа, белые колонны, задающие стиль. И растительность вокруг люкс хаты. Якудза ставит новый мольберт и начинает все с чистого листа. Устраивается художником на работу. После ужина вырубается прямо возле стола. Каори уводит батю спать и доедает из его тарелки. Места чересчур много. Если честно, неудобно, когда все в разных местах. Покупается самый навороченный моноблок и ставится у телевизора для удобства. Каори фрилансер, эксперт по компьютерам. Микрочелику нравилась кулинария, но из профессии подошла только бармен. После наша семья заводит сиамского котика, и посмотрите, что он делает. Якудза. Отец. Хороший художник и человек, которого мечта сбылась. Продолжал рисовать и продавать великолепные картины. Каори же, будучи профессиональным создателем игр, открыла свой отдел по
починки и сборки компьютеров. Что можно сказать о микрочелике? Этот злой неряха стал добряком. Каори и Якудза открыли для него кафе, которым он управлял полностью сам. Друзья, не забывайте поставить лайк, если вам понравилось данное видео. Напишите душевный комментарий и сделайте царскую подписку на канал. Всем спасибо.